Всех приветствую на канале RVG. Я открываю новую рубрику на канале, а именно самые ожидаемые игры года. Окунемся в мир новинок и заценим игры. Бери чашку чая и бутерброды, а мы приступаем. Меня зовут Ростислав, и я являюсь голосом этого канала. Поехали! Dead Island 2 это прямое продолжение первой части игры, где можно побегать весело с друзьями и повыполнять различные квесты, как дополнительные, так и сюжетные, при этом убивая различные виды зомби. В игре было предоставлено 4 главных героя на выбор, чтобы было веселее играть в тот самый кооп со своими друзьями. Действие Dead Island 2 разворачивается спустя 10 лет после событий предыдущей части. Местом действия будет являться Лос-Анджелес, штат Калифорния. На данный момент все, что известно о сюжете. Изначально Dead Island 2 разрабатывалась компанией Techland, но вместо этого они решили сосредоточиться на разработке другой серии – Dying Light. Игра была анонсирована на медиа-брифинге Sony на E3 2014 года и является более динамичной и беззаботной, чем предыдущие части. 14 июля 2015 года компания Deep Silver официально сообщила о том, что немецкая студия Jaeger Development была отстранена от разработки второй части зомби-экшена Dead Island. Компания пообещала приложить все усилия, чтобы довести Dead Island 2 до релиза. Новый разработчик не был назван. И вроде как процесс разработки на время приостановили, но 9 марта 2016 года британская студия Summa Digital объявила, что она взяла разработку игры на себя. Игра опять пошла проходить новый этап разработки, но что-то пошло не так. В августе 2019 года THQ Nordic объявила, что за разработку теперь отвечает Dambuster Studios, принадлежащий Deep Silver. 23 августа 2022 года на выставке Gamescom был показан трейлер и объявлено, что релиз игры состоится 3 февраля 2023 года. В ноябре 2022 года было сообщено, что релиз игры перенесен на 28 апреля 2023 года. А в феврале 2023 года разработчики сообщили, что Dead Island 2 выйдет на неделю раньше, 21 апреля 2023 года. Будем надеяться, что переносов больше не будет, и мы наконец-то сможем поиграть в легендарную вторую часть, которая была в разработке около 10 лет. Игру можно будет приобрести в PlayStation Store, Epic Games, а для Steam версии предзаказа пока еще нет. Но мы надеемся, что в скором времени она появится. Star Wars Jedi Survivor – видеоигра в жанре приключенческого боевика, которая разрабатывается Respawn Entertainment и будет издана Electronic Arts для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в апреле 2023 года. Она является продолжением Fallen Order и второй частью в серии Star Wars Jedi. Сюжет, действия которого происходит через 5 лет после событий Fallen Order, повествует о джедае Келе Кестисе, который путешествует по галактике и пытается выжить против вражеской галактической империи. В игровом процессе есть управление третьего лица, через которое игрок контролирует Кэла. Во время прохождения игрок путешествует по разным планетам, где выполняет миссии и сражается с врагами. Respawn начала работать над концепцией проекта еще при создании первой части, а ее разработкой снова руководил игровой директор Стиг Асмуссен. Survivor основан на игровом движке Unreal Engine 4. Пару слов о игровом процессе. В бою игрок использует световой меч, силу и бластер, который был добавлен в продолжение игры. Как и в предыдущей части, Survival имеет элементы метроидвании в исследовании и прогрессе. Кэл обладает способностью укрощать верховых животных, чтобы быстрее передвигаться по окружающей среде. Это тоже новый аспект в игре, так как я могу предположить, что локации станут красивее и намного больше, чем в предыдущей части игры. Также игрок может воспользоваться быстрым перемещением, если устанет передвигаться самостоятельно по локациям. Есть пару интересных фактов о разработке игры. Respawn начала работать над идеями о различных аспектах продолжения еще во время разработки Fallen Order. Студия хотела создать более мрачную историю и акцентировала внимание на превращении Кэла из молодого и неопытного падавана в уверенного и способного рыцаря-джедая, которого Монаган назвал более зрелым и суровым. Целью разработчиков было продемонстрировать изменения в характере персонажа как в сюжете, так и в бою, которые они стремились сделать динамичнее и разнообразнее. Для того, чтобы сделать них более вовлеченными в игровой процесс, разработчики создавали системы персонажей в игровом процессе для различий между ними, которые сопровождают и помогают Кэлу непосредственно во время игрового процесса.
и другие мини, активность которых ограничена определенными рамками. Хотя разработчики размышляли о переходе на новейший игровой движок Unreal Engine 5, в конце концов они решили снова использовать Unreal Engine 4. Asmussen заявил, что такие новшества консоли 9-го поколения, как трассировка лучей и SSD, дали студии возможность работать с точностью, намного превосходящей все, что мы когда-либо делали раньше, и существенно уменьшить время загрузки игры. Версия для PlayStation 5 использует функции контроллера DualSense, такие как обновленная тактильная связь. Игра должна выйти на консолях новых и старых поколений в магазинах Epic Games и Steam. Diablo 4 — это видеоигра жанра экшен-РПГ. Это четвертая игра в серии Diablo. Ее объявление было сделано 1 ноября 2019 года на BlizzCon 19 для таких платформ как ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Сюжет Diablo 4 рассказывает, как и другие игры серии, историю святилища. События видеоигры происходят после Diablo 3. В игре будет доступно 5 классов на выбор. Трое из них — варвар, чародейка и друид — были анонсированы на BlizzCon 2019 года. Четвертый — убийца на BlizzCon 21, а пятый — некромант на Summer Game Fest 2022 года. Варвар — могучий воин, использующий целый арсенал разнообразного оружия, появлялся в играх Diablo 2 и Diablo 3. Ведет ближний бой, может держать оружие в обеих руках. Чародейка — это волшебница, обладавшая силой стихий, чтобы использовать их смертоносную мощь для борьбы с врагами. Вернулась из игры Diablo 2. Чародейка обладает магией таких стихий, как огонь, лед и молния, и ведет бой только на дистанции. Друид-чародей, мастерски владеющий магией перевоплощения. Для него нетрудно перевоплотиться в величественного медведя или в голодного волка-оборотня. Также он может вызывать на помощь диких зверей и использовать магию земли и воздуха. Вернулся из предыдущей игры серии Diablo 2. Убийца — ловкая разбойница, которая ведет битву как в ближнем, так и в дальнем боях. Убивать она может с серии жестоких атак, также с помощью яда и магии тьмы. Вернулась из первой игры франшизы. В бою комбинирует кинжалы и лук. Некромант — обладает некромантией, что позволяет ему вызывать на свою сторону скелетов и големов. Жрецы Ратмы обладают 3 ветвями магии: магия крови, тени и костей. Вернулся из второй игры франшизы. Релиз Marvel Spider-Man 2 запланирован на осень 2023 года. Эксклюзив на PlayStation 5, который позже может перекочевать на ПК. Игра представляет собой сиквел Spider-Man 2018 года и спин-офф Spider-Man Miles Morales. Была анонсирована 9 сентября 2021 года. В сюжете игры помимо Питера Паркера и Майлза Моралеса должны появиться персонажи Крейвен Охотник и Веном в исполнении Тони Тодда. В разработке участвует большая часть команды, которая работала над первой частью, среди которых творческий директор Брайан Интихар и гейм-директор Райан Смит. К ролям Питера Паркера и Майлза Моралеса вернулся Юрий Лавенталь и Наджи Джеттер, соответственно. На данный момент это вся информация об игре. Assassin's Creed Mirage продолжает серию видеоигр в жанре приключенческого боевика с элементами стелса, которая разрабатывается Ubisoft Bordeaux и будет издана Ubisoft. Она является юбилейной 30-й основной частью серии Assassin's Creed и приквелом Assassin's Creed Valhalla 2020 года. Сюжет разворачивается в Багдаде в IV веке во время Золотого века ислама, за десятилетия до событий Вальгаллы. Повествует об Асиме ибн Исхаке, уличном воре, который постепенно становится полноправным членом братства ассасинов, борющихся за мир и свободу против ордена тамплиеров, стремящегося мира через контроль. В игровом процессе есть управление третьего лица, через которое игрок контролирует Исхака. Игра была описана как возвращение к истокам сериалов с упором на скрытность, паркур и убийства, а не на ролевые элементы, широко предоставленные в предыдущих частях. Сюжетная история, которая была описана как история взросления, имеет продолжительность около 15-20 часов, что соответствует более старым играм Assassin's Creed. Студия сотрудничала с экспертами и изучала различные материалы для реконструкции дизайна Багдада IV века,
главного сеттинга Mirage, а также вдохновлялась древней архитектурой города Самара. Mirage основывается на игровом движке Ubisoft Anvil и имеет обновленную анимацию для паркура и усовершенствованный искусственный интеллект. Mirage получит 3 издания: Standard, Deluxe, Collectors. Издание Deluxe содержит цифровой артбук и саундтрек, а также дополнительные предметы, такие как костюм и оружие, которые были в другой популярной серии игр Prince of Persia. Тогда как Collectors содержит весь контент Deluxe, статуэтку Басима, диск с саундтреком, стилбук, копии броши из Хака и карты Багдада и тому подобное. Предварительный заказ любого издания предоставляет доступ к миссии 40 воров. Это была первая часть новой рубрики самых ожидаемых игр года. Выход второй части будет зависеть только от вас. Как только наберется актив по данным роликам, я начну записывать новую часть. Поэтому, если тебе интересен такой контент, оформляй подписку на мой канал, ставь палец вверх, пиши комментарий, что хочу еще, бей в колокольчик, чтобы не пропустить новую часть. У микрофона за монтажом был Ростислав. Всем хорошего дня, еще услышимся.